Представьте, что когда-то в будущем, накануне очередного космического путешествия, вы на прощание окидываете взглядом свою планету. Голубоватый или фиолетовый рассвет постепенно освещает красноватую морщинистую местность, и вдруг миллиарды искр ярко вспыхивают в пространстве. Что это? Обычное утро, если вы переселились на Марс. У человечества серьезные планы на Красную планету, нашу ближайшую космическую соседку. Неудивительно, что она является одной из самых популярных целей для ученых, астрономов-любителей, космических аппаратов. Наши миссии одну за другой открывают тайны планеты, но, кажется, им нет ни конца, ни края. Что ученые называют марсианским попкорном? Как из недр полностью высушенного мира могут бить гейзеры? Почему Красная планета способна стать настоящей Меккой для поклонников дзен-буддизма? Быстрее собирайтесь. Сейчас мы летим на Марс, чтобы обо всем этом узнать. Если перед отлетом мы полистаем страницы истории планеты, то поймем, что Марс в каком-то смысле можно назвать бесхозным. Никто достоверно не знает, кто его открыл. В то же время о существовании планеты, как свидетельствуют документы, известно еще до изобретения телескопа. Это были позиционные наблюдения, в основном направленные на определение положения планеты по отношению к звездам. Существование Марса как блуждающего объекта в ночном небе письменно подтвердили древнеегипетские астрономы еще в 1534 году до нашей эры. Тогда же рассчитана траектория его движения и зафиксирована точка, где он меняет движение относительно Земли с прямого на попятное. В свою очередь, в Древнем Китае Марс был известен астрономам не позднее IV века до нашей эры. Многое выяснили о небесном пути нашей космической соседки и вавилонские астрономы. В восточноазиатских культурах его традиционно называют огненной звездой. В то же время на Западе прижилось название Марс по имени древнеримского бога войны. Сейчас мы знаем о планете очень много и можем утверждать, что ничего особо воинственного или агрессивного в том мире нет. Каким же сейчас его видят астрономы? Эта четвертая по удаленности от Солнца планета во многом оказалась похожей на Землю. Прежде всего, оба мира каменистые. Наклон оси Марса составляет около 25 градусов, что менее чем на 1,5 градуса больше земного. Благодаря этому сутки на обеих планетах примерно одинаковы. На Марсе их называют солами, которые длятся 24 часа 39 минут. Совсем чуть-чуть длиннее земных. Марсианский год состоит из 687 земных суток, или 669 солов. Тоже разница невелика, и когда-то, по мнению астрономов, она была еще меньше. Со временем Красная планета слегка затормозила. Как автомобили на гоночной трассе, обе планеты вращаются вокруг Солнца с разной скоростью. Земля имеет внутреннюю полосу и движется вокруг Солнца быстрее. На самом дальнем расстоянии Марс находится в 249 миллионах километров от Солнца. Минимальная дистанция составляет 206 миллионов километров. Когда Марс приближается к противостоянию с нашей планетой, то начинает период ретроградного движения. Около 72 дней он перемещается задом наперед по отношению к Земле и достигает пика видимости яркости в нашем небе в середине этого интервала. Если мы дальше продолжим сравнивать Марс с Землей, то обратим внимание, что между ними существует множество различий. Марс выделяется в Солнечной системе своей очень эксцентричной орбитой. Он отклоняется от идеальной окружности больше, чем любой другой мир. Сейчас у Марса, в отличие от Земли, нет глобального магнитного поля. Правда, в его коре имеются намагниченные участки, так что в далеком прошлом планета, скорее всего, им обладала. Диаметр Марса равен 6780 километрам. Он меньше Венеры и Земли, но больше Меркурия. Сила тяжести на поверхности Красной планеты составляет 37% от земной. И она очень холодная. Средняя температура в том мире составляет минус 55 градусов, но эти показатели сильно колеблются. В умеренных широтах от минус 50 зимней ночью до 0 градусов Цельсия летним днем.
На полюсах зимой температура опускается до минус 153 градусов Цельсия, а на экваторе летом подскакивает до плюс 25. Невероятные температурные качели. Тем не менее, как мы видим, на Марсе есть вполне комфортные регионы для человека, хотя очень маленькие. С атмосферой все хуже. Она на 95% состоит из углекислого газа, что людям совершенно не подходит. Также Красная планета встретит гостей с заметными сезонными перепадами давления, связанными с испарением и последующим замерзанием полярных шапок. В среднем же атмосферное давление у марсианской поверхности в 160 раз меньше, чем у Земли на уровне моря. Все эти показатели формируют климат на Марсе и во многом служат причиной уникальных природных явлений. Когда мы попадем в тот мир, нас очаруют его рассветы и закаты. Совсем не такие, как на Земле. Они окрашены в голубые тона. В полдень небо становится желто-оранжевым. Причина отличия от цвета земного неба кроется в свойствах тонкой, разреженной, содержащей пыль атмосферы Марса. Иногда цвет марсианского неба приобретает фиолетовый оттенок в результате рассеяния света на микрочастицах водяного льда в облаках. Хотя это довольно редкое явление. Сумерки там тоже фантастические. Они начинаются задолго до восхода Солнца и длятся долго после его захода. Всеми этими явлениями в небе Марса можно любоваться сколько угодно, не рискуя, что внезапно набегут тучи и промочат вас насквозь. В том мире просто не бывает туч и дождей. Погода на планете, как мы говорили, чрезвычайно контрастная. Безумно жаркая, либо невыносимо холодная. В итоге вода мгновенно превращается в пар или в лед, а не выпадает в виде осадков. Так что зонтики на Красной планете не нужны. Хотя, если вы перестрахуетесь и возьмете зонтик, то, возможно, не прогадаете. Он защитит вас от другого вида осадков. На Марсе бывают снегопады. Правда, совсем не похожие на земные. Снег настолько мелкий, что скорее похож на туман. Но в любом случае сверху вам на голову будет падать не замороженная вода, а углекислый газ. Чаще всего такие природные явления, конечно, происходят марсианской зимой. Да, на Красной планете есть все 4 времени года. Правда, ждать их смены нам придется дольше, чем на Земле, из-за более эллиптической орбиты Марса. Ему нужно пройти вдвое больше времени, чем нашей планете, чтобы обернуться вокруг Солнца. Соответственно, каждый из сезонов там длится дольше привычных для нас 3 месяцев. Причем в южном полушарии сезоны суровее, чем в северном. Во время невероятно холодной южной зимы Марс находится в наиболее удаленной от Солнца точке. Но во все времена года и при любой погоде нас ждет на планете потрясающее шоу. Их устраивает сама природа, озаряя небо Марса полярными сияниями. На Земле авроры возникают в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитным полем. На Марсе аналогичные процессы приводят к возникновению крайне редких и слабых сияний. Причина кроется в маленьком магнитном поле Красной планеты, которое сохранилось лишь на отдельных участках. Эти места в основном связаны не с широтами, а с намагниченной породой в горных областях южного полушария. Согласитесь, не особо впечатляет. Однако это только один из видов марсианских аврор. Несколько лет назад космический аппарат НАСА «Мавен» с помощью устройства для получения ультрафиолетового спектрального изображения впервые обнаружил новый тип сияний – протонный. Вспышки происходят, когда солнечные ветры сталкиваются с огромным водородным облаком, короной вокруг Марса. Тогда положительно заряженные протоны нейтрализуются, забирая электроны у атомов водорода. В атмосфере они сталкиваются с молекулами газа и излучают ультрафиолетовое свечение. Чтобы его увидеть, нам понадобятся специальные очки. Протонные авроры крайне редко встречаются и на Земле, но нигде на нашей планете нет гейзеров, подобных марсианским. Мы увидим, как они выбрасывают на сотни метров в небо газы, песок и пыль. Ученые университета Аризоны обнаружили на снимках зонда «Одиссей» струи углекислого газа, которые бьют сквозь лед на южном полюсе планеты.
Фонтаны гейзеров оставили на ледяном покрове темные точки, отметины в форме веера и другие следы. Астрофизики считают, что солнечные лучи нагревают лед и превращают замороженную углекислоту в газ высокого давления. Тогда потоки песка и пыли взмывают ввысь, создавая впечатляющую картину. Затем песок и пыль вновь возвращаются на планету и некоторое время кружат вокруг нее, прежде чем окончательно осесть на ее поверхности. Таким образом, этот процесс несколько перекликается с другим марсианским природным явлением, которое никак нельзя назвать приятным. Речь идет о пыльных бурях, и нам во время путешествия лучше держаться от них подальше. Но удастся ли это? Ученые говорят, что ветер и пылевые бури на Марсе вызывают дисбаланс энергии, причем он достигает невероятных значений. Днем планета излучает на 22% меньше средних показателей тепла, а ночью на 29% больше. Ее атмосфера днем аккумулирует тепло. Это внутренняя печь за счет перепада температур и питает пыльные бури. Начало их сезона приходится на весну. Тогда возникают маленькие региональные вихри, которые нередко перерастают в глобальные катаклизмы. В среднем раз в 3 года весь Марс охватывает бешеный ураган. Вот от него укрыться крайне трудно. Стихия на Марсе чаще всего бушует на площади гораздо большей, чем любой ураган на Земле, и она сметает все на своем пути. Во время одного из таких штормов была потеряна связь с марсоходом Opportunity. Ученые очень встревожились, но в конце концов все обошлось, и роботизированный аппарат критически не пострадал. После таких встрясок проходят месяцы, прежде чем поднятая в воздух пыль снова осядет на поверхность. Порой марсианские ураганы принимают невероятные формы. Недавно космический телескоп Хаббл наблюдал на Красной планете удивительную бурю. Она состояла минимум из 3 полос облаков, закрученных против часовой стрелки в странную спираль. Внутри нее находилось око бури размером с озеро Байкал. Вся местность, вероятно, светилась миллиардами микроскопических огней. И вообще, Марс просто искрится во время пылевых бурь. Откуда берутся огненные вспышки? На Красной планете, по мнению ученых, не бывает привычных для Земли молний. Искры вызывают трение, которое происходит во время ураганов между частичками пыли. Это приводит к возникновению электрических разрядов. Модель такого процесса создал вулканолог из Орегонского университета Йозеф Дуфек. При этом он использовал материалы, которые максимально похожи по составу на марсианские. За основу взят измельченный базальтовый пепел из региона Мексики, где около 2000 лет назад произошло крупное извержение вулкана Кситле. Материал был помещен в колбу, заполненную углекислым газом. Это вещество сыграло роль атмосферы Марса. По результатам эксперимента исследователь пришел к выводу, что разряды, к счастью, не имеют разрушительной силы и не представляют угрозы для техники или людей. Причина в том, что атмосфера Марса не может накапливать энергию, возникающую при столкновении пылевых частиц. Вместе с тем, подобные ураганы многое меняют в соседнем с нами мире. Они определяют красновато-бурый цвет поверхности Марса. Пыль ржавого оттенка не только покрывает саму планету, но и поднимается в атмосферу. На красноватой поверхности Марса мы увидим удивительные, порой очень странные пейзажи. Южное полушарие и экваториальные регионы представляют собой древнюю, густо усыпанную кратерами поверхность. Северное полушарие в основном занято гигантской низменностью, Великой Северной равниной. Этот впечатляющий регион простирается в длину более чем на 10 600 километров, а в ширину на 8500. Не исключено, что подобная асимметрия полушарий вызвана неким гигантским столкновением, пережитым планетой во времена своей молодости. Грандиозной достопримечательностью Марса также можно назвать один из крупнейших массивов каньонов в Солнечной системе – долину Маринера. Этот необъятный регион по ширине 200 километров тянется на 4500 километров, что составляет четверть окружности планеты.
По длине долина Маринера в 10 раз превышает знаменитый Большой каньон реки Колорадо в США, а также в раз 7 больше его по ширине. Марсианские вулканы порой не менее грандиозны, чем каньоны. Олимп, который уходит в небо на 26 километров, выше всех в Солнечной системе. Для сравнения, это в 2,5 раза превышает аналогичный показатель вулкана Мауна-Кеа, самого высокого на Земле. Диаметр Олимпа тоже впечатляет. Он занимает площадь около 540 километров. Гигант сразу бросился нам в глаза на Марсе. Его можно рассмотреть даже с Земли, причем в любительский телескоп. Но мы не увидим его извержений, хотя в свое время вулкан наверняка изрыгал колоссальные столбы огня и лавы. Олимп давно потух. Извержение всех вулканов на Марсе прекратилось более 3 миллиардов лет назад. Недра Красной планеты за это время остыли и затвердели. Внутреннее охлаждение ослабило магнитное поле планеты, атмосферу сдул в космос солнечный ветер, а остатки воды замерзли. Словом, застывший полуживой мир. Стоит ли тратить на его исследование столько сил? Марс сам дал ответ на этот вопрос. Внезапно наш космический сосед проявил активность и ожил в глазах ученых. Нет, он не превратился в зомби, а скорее вышел из летаргического сна. Астрономам удалось уловить признаки очень слабого сердцебиения глубоко внутри планеты. Для этого исследователи изучили тысячи изображений экваториальной области Марса. Фотографии сделаны в период с 2006 по 2020 год космической станции НАСА Mars Reconnaissance Orbiter. Камера с высоким разрешением High-Rise вела съемки на высоте 300 километров в небе Марса. На фото можно различить отдельные валуны, скатившиеся со склонов кратеров. Камни оставили характерные узоры в виде елочки, как после сильных землетрясений. Всего обнаружено более 4500 таких следов, длиной в совокупности 900 километров. При этом примерно трети елочных отпечатков нет на снимках до 2006 года, то есть они образовались позже. Очевидно, что перекатывать огромные валуны под силу лишь очень мощным подземным толчкам. Но ученые их не фиксировали до недавнего времени. С 2018 года за землетрясениями следит космический зонд InSight с помощью сейсмометра SEIS. Он засек более 1300 толчков. По сравнению с Землей это очень мало. У нас сейсмометры регистрируют от 500 тысяч до миллиона землетрясений каждый год. К тому же почти все встряски на Марсе очень слабые, до 3 баллов. Самая сильная в 4,2 балла отмечена в августе 2021 года. А вот в мае 2022 года на Красной планете произошли чудовищные толчки, правда, по марсианским меркам. Марсотрясение достигло 5 баллов, и даже для Земли это уже солидный показатель. Хотя раньше, вероятно, в том мире все было еще круче. Считается, что Марс сотрясали гораздо продолжительные и интенсивные землетрясения, чем на Земле. Они сформировали вокруг Олимпа странную морщинистую местность. Откуда такие фантастические пейзажи? Согласно данным ESA, большое количество лавы когда-то стекло с вулкана, провоцируя оползни. Они сталкивались со скальными основаниями, содержащими лед. Горячая лава растапливала этот лед, делая его неустойчивым. В результате часть Олимпа отделилась и начала обваливаться. Это событие сопровождалось масштабными камнепадами и оползнями, которые распространились по окружающим равнинам. Со временем оползни удалялись от вулкана, сжимались и растягивались, создавая причудливые морщинистые пейзажи. Не менее удивительную достопримечательность мы увидим на вершине Олимпа. Там выпадает настоящий иней. Команда астрономов Бернского университета рассмотрела изморозь на вершинах горы благодаря снимкам космического аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter. Несмотря на толщину в сотые доли миллиметра, пятна инея покрывают огромную площадь. Количество этой странной изморози соответствует примерно 150 тысячам тонн воды. Можно наполнить 60 олимпийских бассейнов. Ранее исследователи предполагали, что такое невозможно. Солнечный свет на экваторе, где расположены все вулканы, способен превратить любой лед в газ.
Однако новые исследования показывают, что изморозь постоянно испаряется с вершины Олимпа, а затем вновь восстанавливается, причем за одну ночь. Это уникальные, но уже привычные марсианские локации. О них давно известно, и мы не раз там бывали во время путешествий. Давайте осмотрим нечто посвежее. Вулкан Ноктис, который очень долго играл в прятки с астрономами. Ноктис впечатляет своими размерами. Его высота составляет более 9000 метров, а ширина 450 километров. Вулкан на треть шире, чем Суэцкий канал. Как гиганту удалось продолжительное время оставаться незамеченным, причем на самом видном месте. Ученые считают, что вулкан очень старый и подвергся значительной эрозии. Он выглядит чрезвычайно размытым и не таким высоким, как в реальности, потому что никто так долго не видел в этой возвышенности вулкан, хотя это много раз фотографировали с 1971 года. Исследователи полагают, что Ноктис не активен уже долгое время, и под ним все еще может находиться ледниковый лед. А там, где есть вода, согласитесь, порой случаются удивительные вещи. Долгая история взаимодействия тепла с водой и льдом внутри Ноктиса, возможно, даже содержит признаки инопланетной жизни. Ученые десятилетиями заняты разгадкой этого и других секретов планеты с помощью марсоходов и других космических аппаратов. Несмотря на то, что Марс находится в сотнях миллионов километров от Земли, до него лететь ближе, чем до других планет. Неудивительно, что десятки беспилотных космических аппаратов и марсоходов отправлены Советским Союзом, Соединенными Штатами, Европой, Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Китаем именно на Марс. Основной целью миссии было изучение поверхности, климата и геологии планеты. Первым аппаратом, посетившим Марс, был Mariner 4 НАСА в 1964 году. Зонд обнаружил очень слабый марсианский радиационный пояс, составляющий около 0,1% от земного, и первым сделал снимки другой планеты из глубокого космоса. Сейчас на орбите Марса находится около десятка активных зондов, и еще два марсохода, Curiosity и Perseverance, работают на его поверхности. Perseverance самый свежий и, пожалуй, наиболее востребованный в интернете. Чем он так зацепил миллионы пользователей соцсетей? Марсоход прежде всего сразу же умело себя разрекламировал, начав посылать изображения на Землю в день посадки на Красную планету 18 февраля 2020 года. Вот первое фото, отправленное после приземления. Таким, во время знакомства, Perseverance, еще частично закрытый пылезащитным чехлом, увидел чужой мир. Все свои путешествия, исследования он и далее фиксирует на снимках. В этом марсоходу помогает беспилотный вертолет Ingenuity, тоже оборудованный камерой. Именно крошечный беспилотник сделал снимок, ставший одним из самых вирусных в интернете. Давайте посмотрим на знаменитое фото. В центре кадра среди марсианских песков видна коническая конструкция. Правда же, она очень похожа на летающую тарелку. Именно таким мы представляем космический корабль инопланетян, благодаря многочисленным фильмам, компьютерным играм, комиксам, и мечтаем когда-то увидеть его на реальном фото. Однако это не тот случай. Ученые НАСА быстро выяснили, что в действительности на фото видна оболочка корпуса марсохода. Она защищала аппарат в глубоком космосе и во время огненного спуска с поверхности планеты. Вокруг оболочки можно заметить множество обломков, разбросанных во время приземления. А в верхнем левом углу снимка парашют аэрокосмического снаряда шириной 21,5 метра. Он считается самым большим из когда-либо развернутых на Марсе. Впрочем, хотя версия с НЛО не подтвердилась, миллионы людей считают фото феноменальным и вдохновляющим. Далее звездными в интернете стали на первый взгляд самые простые снимки, сделанные марсоходом. Они привлекательны тем, что передают сам дух планеты, ее неповторимую красоту. Но разве не потрясает этот вид местности, которую команда Perseverance называет «fail a few»? Вроде бы просто пыльный грунт с многочисленными камнями. Вместе с тем их структура, расположение, освещение солнцем
Все говорит о том, что это пейзаж далекой и загадочной планеты. Неизвестно, из чего состоят запечатленные на снимке валуны. Скорее всего, из базальта, вулканической породы или сланца, самых распространенных на Марсе. И уж точно, как все на планете, они покрыты пылью из оксида железа, придающей поверхности красно-ржавый оттенок. Группа валунов имеет около 10 метров в диаметре. Некоторые из них отбрасывают причудливую тень на поверхность планеты. Не менее интересно и это фото, которое передает необыкновенную силу марсианской бури. Видно, что там нет растительности, способной задержать ветер. Его порывы поднимают густую пыль, которая окрашивает атмосферу в красноватый цвет. Тогда почему вот на этом изображении Марс кажется зеленым? На нем вдруг появилась растительность или кто-то превратил огромный кусок его поверхности в зеленый мурал? Ни то и ни другое. В бескрайних пустынях Марса нет природных зеленых красок и художников, способных что-то перекрасить. Разгадка снимка проста. Как пояснили в НАСА, камера изображений с высоким разрешением опять же зафиксировала отдельные фрагменты системы посадки. С помощью нее Perseverance спустился на поверхность Марса. На фото увеличенная версия нескольких частей системы. Хорошо, с этим понятно. Но есть еще снимок, на котором Марс предстает в другом свете. Он сделан с вертолета Ingenuity с помощью цветной камеры высокого разрешения. Это северо-западная часть области Марса, известная как Сейта. Не правда ли похоже на какой-то гигантский ледник, что Марс вдруг покрылся замороженной водой? Просто игра света на миг превратила его в планету-снежок. Так что на самом деле любителям лыжных курортов пока не стоит записываться в очередь за билетами на Марс. В отличие от поклонников дзен-буддизма, ландшафты Марса они считают богатыми природными дзен-садами, где можно расслабиться и помедитировать. На Земле такие сады в японском стиле разбивают из разнообразных камней, разбросанных среди песка и гравия. Приверженцы восточных философий не первый раз находят подобные уголки на Красной планете. Наверное, на каменистом Марсе дзен-садов хватит на всех их последователей, которые решат туда переселиться. Ученых же привлекают другие находки Perseverance, те, что представляют ценность для науки. В рамках программы НАСА, как и другие марсоходы, аппарат изучает геологию, историю Красной планеты, проводит исследования по астробиологии в районе кратера Эзеро. Для эффективной работы Perseverance оборудован 7 научными инструментами, а также камерами для фото и видеосъемки. На нем установлена камера Mestcam Z для получения цветных панорамных снимков, включая 3D-изображение. Прибор работает как и спектрометр, разделяя свет на 11 цветов. Еще есть Sherlock, камера с самым высоким разрешением, а камера Watson в роботизированной руке марсохода обеспечивает очень крупные планы мельчайших фрагментов горных пород. С помощью нее передается размер, форма, цвет самих крупиц и соединяющих их материалов. Эти инструменты позволили Perseverance сделать множество открытий. Сразу после приземления в кратере Эзеро он нашел образцы магматических пород. Интересно, что дно кратера покрыто смесью песка и ила. Происхождение магматических отложений там является загадкой, поскольку в Эзеро или возле него нет следов древнего вулканизма. Образцы пород, как и все другие, доставят на Землю в следующем десятилетии. Тогда ученые попытаются определить их возраст, чтобы получить больше данных об истории Марса и Солнечной системы в целом. В 2024 году марсоход переместился в район кратера Эзеро под названием Яркий Ангел. Он попал на участок местности, покрытый большими камнями. Это затрудняло путешествие, однако аппарату удалось преодолеть препятствие и получить приз. Прибыв на новую локацию, Perseverance наткнулся на марсианский попкорн. Однако нам на обед такой попкорн не подойдет. На популярный земной продукт похож странный вид породы с необычной текстурой. Ее куски ученые называют попкорн-камнями и считают доказательством того, что в прошлом в кратере Эзеро существовала жидкая вода. В конце 2024 года марсоход нашел нечто не менее удивительное. Это очередной необычный образец марсианской породы, названный Серебряная гора.
Ученые отмечают, что этот камень также имеет совершенно уникальную текстуру, которую не встретишь на Земле. Там же обнаружены песчаник и богатые солью осадочные породы, что говорит о существовании воды в кратере сотни миллионов лет назад. Исследователи считают, что в том месте было озеро, которое достигало 35 километров в диаметре и до 30 метров в глубину. Конечно, это было в прошлом. Но есть ли вода на Марсе сейчас? Ее остатки, ранее обнаруженные в виде льда на полюсах и пара в атмосфере, но это не жидкая вода, которая считается источником жизни. Долгое время ученые полагали, что в настоящее время ее на Марсе нет. И вот в 2018 году радиолокаторы космического корабля «Марс-Экспресс», находящегося на орбите Красной планеты, сделали сенсационное открытие. На Южном полюсе находится большое подземное озеро, а вокруг него 3 меньших водоема, общей площадью свыше 75 тысяч квадратных километров. Территория всех озер равна штатам Мэриленд, Коннектикут и Гавайям вместе взятым. А в 2022 году приборы орбитального аппарата «Эхо Марс» показали, что в долинах Маринер тоже есть гигантские запасы жидкой воды. Резервуары спрятаны внутри массива каньонов, протянувшегося вдоль экватора планеты. Суперводоем покрывает территорию размером с Нидерланды. А недавно научный мир потрясла новая сенсация. Ученые заявили, что в глубине коры Марса есть пузырь с жидкой водой. Они пришли к этому выводу, проанализировав данные зонда НАСА Mars Insight Lander. Космический аппарат с помощью сейсмографа несколько лет регистрировал сотрясение коры Красной планеты. Ученые, замеряя скорость сейсмических волн, могут с большой долей вероятности определить, через какую среду они проходят. Аналогичный способ применяется на Земле для поиска подземных залежей воды или же нефти, газа. Анализ данных зонда показал, что вода залегает под поверхностью Марса на глубине от 10 до 20 километров. Добраться до нее будет тяжело. Даже на Красной планете с ее низкой силой тяжести бурить настолько глубокую скважину окажется невероятно сложным делом. Однако когда-то нам придется это сделать. Ведь где вода, там и жизнь. Именно ее мы мечтаем обнаружить на Красной планете. Еще в древние времена астрономы поняли, что Марс – наш ближайший космический сосед. Это подпитывало уверенность, что на нем существует жизнь, как и на Земле. Чуть более 100 лет назад ученые даже якобы находили этому доказательства. Они видели в телескопы на марсианской поверхности появляющиеся и исчезающие пятна, которые считали сезонной растительностью и морями. Картинка сильно походила на земные ландшафты, а потому в научных кругах решили, что в сходных условиях и марсиане окажутся один в один, как мы с вами. В учебнике 1831 года «Молодой астроном» говорится, что на Марсе существует никто иной, как люди. Предполагалось, что они создали свою цивилизацию, обрабатывают поля, строят растительные каналы. Астроном Уильям Гершель пошел еще дальше. В 1870-х годах он заявил, что измерил рост марсиан. Используя самый мощный телескоп своего времени, ученый определил размер Марса, продолжительность его времен года и суток. Гершель пришел к правильному выводу, что Красная планета меньше нашей, потому ее гравитация слабее, а значит, при низкой силе тяжести ее обитатели вырастут выше людей. Правда, самих марсиан ученый, как мы знаем, так и не нашел, и до сих пор этого никому не удалось. Впрочем, интернет по-прежнему периодически взрывают сообщения о невероятных обитателях Красной планеты. Любители поиска инопланетных цивилизаций пришли, например, в восторг, когда марсоход Perseverance прислал на Землю вот это фото. На снимке явно виден череп, очень похожий на человеческий, только немного вытянутый. Его можно заметить на 360-градусном панорамном изображении с высоким разрешением, сделанным марсоходом. Соцсети отреагировали на фото шквалом вопросов и комментариев, как на Марсе появился череп человека, или он принадлежит марсианину, может, вокруг разбросано еще множество останков вымерших обитателей планеты.
Все разъяснилось очень быстро. Внимательно рассмотрев увеличенный снимок, вы увидите, что загадочный объект просто один из многочисленных марсианских камней, хотя издали он действительно, очень похож на череп. Таких снимков было немало. Марсианин, отдыхающий на камне. Дверь в подземный бункер. Все эти сенсации после более тщательного изучения оказались игрой света и тени на каменистой поверхности Красной планеты. Людей, слонов, лис и даже мышей на Марсе точно нет. Но может на нем бурно развиваются микроорганизмы или они существовали ранее? Все-таки Красная планета, как известно, находится в обитаемой зоне Солнечной системы. С микробами разобраться сложнее. Если они где-то и существуют, то попробуй доберись до них в чужом мире. Хорошую подсказку в этом деле могут дать органические соединения, которые активно ищут ученые. Так, марсоход Curiosity недавно зафиксировал на планете необычно высокий уровень метана. Аппарат уловил 21 частицу метана на миллиард, то есть в 3 раза больше, чем раньше. Но как этот парниковый газ способен указать на марсиан? Дело в том, что метан в более высоких концентрациях содержится в воздухе Земли и образуется благодаря выделениям живых существ. Впрочем, газ также может быть продуктом взаимодействия между горными породами и водой. Исследователи собираются выяснить, не связан ли этот газ и на Марсе с текущей жизнедеятельностью его обитателей. Если бы метан образовался давно, то уже распался бы на составные элементы, так что его присутствие может служить одним из маркеров возможной обитаемости планеты. Есть и другие. Марсоход Perseverance во время исследования породы в кратере Эзеро среди прочих элементов выявил атомы водорода, связанные с атомами углерода. Углерод имеет решающее значение для жизни, как мы ее понимаем, и может указывать на биологическую активность. К тому же некоторые молекулы из образцов оказались кольцеобразными, а мы знаем, что такую структуру на Земле имеют необходимые для жизни аминокислоты. Что означает находка Perseverance? Неужели наконец-то обнаружены следы жизни на другой планете? Это было бы круто, но однозначно подобный вывод сделать нельзя. По мнению ученых, органические вещества могли быть сформированы в результате геологических процессов, а не белковых форм жизни. Следовательно, молекулы углерода нельзя считать прямым доказательством биологических процессов на планете. Однако в случае с находкой Perseverance все серьезнее. Она сделана в месте древнего слияния реки и озера, особенно благоприятным для жизни. Дельта образовалась около 3,5 миллиардов лет назад, и все это время в ней откладывались песок, грязь, соли. Марсоход выделил из этой смеси самое большое количество органических молекул на сегодняшний день. На Земле в таких осадочных породах часто находят окаменелости древних существ. К тому же в породе кратера Эзеро органические молекулы переплетаются с сульфатами. На Земле отложения сульфатов сохраняют органику и часто содержат признаки жизни. Точнее определить происхождение и состав образцов ученые смогут лишь после доставки образцов на Землю в ходе следующих миссий. И это не единственное место, богатое сульфатами. Недавно Perseverance исследовал удивительную скалу, которую ученые назвали водопадами Чаява. Через весь камень тянутся жилы сульфата кальция, указывающие на то, что сквозь скалу когда-то текла вода. Марсоход, кроме того, обнаружил на скале так называемые пятна леопарда, образование размером всего лишь в миллиметр, окруженные черными кольцами. Но для ученых эти крошечные формирования – бесценная находка. В кольцах содержатся железо и фосфат, которые образуются на Земле в результате химических реакций микроорганизмов. Водопады Чаява – отличное место для таких микроскопических обитателей планеты. Скала находится на краю древней речной долины Неретва, шириной 400 метров. Ученые считают, что канал был сформирован движением воды, которая хлынула в кратер Эзеро в далеком прошлом. Вместе с тем, все эти особенности не являются неопровержимым доказательством жизнедеятельности каких-то существ. Возможно, что обнаруженный сульфат кальция попал в породу при высоких температурах во время извержения вулкана, которое произошло неподалеку.
Тогда, может, стоит копнуть глубже? Что, если нужное открытие кроется далеко под поверхностью Марса? На Земле некоторые микробы выживают в таких экстремальных условиях. Их марсианские собратья тоже вполне могут обитать в недрах, где теплее и нет смертельного излучения. Тем более, что под поверхностью планеты обнаружены озера, наполненные жидкой водой. На Земле, в подледных озерах Антарктиды, найдены не только микробы, но и рыбы, ракообразные. Почему бы таким же существам не освоить внутренние водоемы Марса? Хотя с этими резервуарами воды все не так однозначно. Есть мнение, что внутренние озера Красной планеты токсичны для всего живого. Версия связана с тем, что под поверхностью сохраняется небольшое количество тепла из недр Марса. Его может оказаться недостаточно для превращения льда в воду. Значит, не исключено, что замерзанию препятствует большое количество соли. Если этот маринад окажется в 20 и более раз соленее земных морей, то в нем не выживут самые стойкие микробы. Так может, мы будем первой жизнью на Марсе? Идея переселения в соседний космический мир витает в умах человечества уже давно. Илон Маск и НАСА обещают, что снимки профессиональных астронавтов на Красной планете мы сможем увидеть примерно в 2029 году, а буквально через несколько лет на фоне марсианских пейзажей начнут делать селфи первые колонисты. Подготовка к миссии уже идет полным ходом. Все ее детали рассматривают как под микроскопом, ведь Марс очень коварен. Взять хотя бы простую пыль. Из-за ужасных марсианских ветров она будет постоянно скапливаться на солнечных панелях и выводить их из строя. Большой вред принесут и крошечные камни, которыми усеяна поверхность планеты. В 2022 году НАСА показала снимки шин марсохода Curiosity в клочья, разорванных марсианским грунтом. Ледяной холод – еще один серьезный вызов, который встанет перед колонистами. Магнитное поле там тоже очень слабое. Атмосфера в 100 раз тоньше земной. Они не защитят колонистов от космической радиации. Вдобавок на Марсе нечем дышать. Его воздух составляет ядовитый коктейль из углекислого газа, азота и аргона. Словом, условия на Красной планете для людей, мягко говоря, не подарок. Но с помощью современных технологий специалисты надеются справиться с большинством из них. Даже пониженная гравитация не принесет много бед, если с ней бороться. Нужно будет заниматься на специальных тренажерах несколько часов в день, чтобы сохранить тонус. Конечно, выкроить для себя это время, скорее всего, окажется нелегко. Работы по обустройству на новом месте у колонистов будет по горло. Однако людям не придется делать все в одиночку. Жилища по плану Маска для приезда колонистов возведут роботы. Все остальное переселенцы сами напечатают с помощью 3D-принтеров. Главной проблемой станет то, что поселение придется сделать независимым от поставок с Земли. Например, регулярно завозить продукты с родины практически невозможно из-за дороговизны поставок, долгого и опасного пути. Так что без собственного сельского хозяйства колонистам наверняка не обойтись. Как будет выглядеть ферма на Марсе? Исследователи из университета штата Юта рисуют примерную картину. Представьте огромные теплицы под поверхностью планеты. Гигантские параболические зеркала собирают слабые солнечные лучи наверху и направляют их по оптоволоконным кабелям. Теплицам должны быть не страшны падения небесных камней размером с баскетбольный мяч. Несмотря на их расположение под землей, защитить фермы от сильных ударов будет непросто. Наиболее перспективным методом ученые считают гидропонику, то есть выращивание в питательной жидкости, а не в почве. Также можно использовать аэропонные воздушные грядки, куда питательные вещества к корням растений доставляются в виде аэрозоля. Для посадки, по мнению ученых, больше всего подойдут полевые культуры. После проведения опытов исследователи отдали предпочтение салату латуку, помидорам, брокколи, карликовой пшенице, соевым бобам, картофелю. Некоторые из этих овощей выращивают на Международной космической станции. Колонистам, кроме этого, придется обеспечивать себя природными ресурсами. На Марсе их хватает. Считается, что залежи полезных ископаемых
появились на Красной планете во многом благодаря вулканической активности. В разной степени этот процесс отмечается во всем геологическом прошлом Марса. Из магматического расплава выделяются и оседают более тяжелые элементы, такие как медь, хром, железо, никель, кобальт. По мере охлаждения некоторые элементы связываются друг с другом, образуя минералы, а некоторые продолжают находиться в свободном состоянии. После застывания магмы остается небольшое количество горячей воды. Ее можно назвать жидкой драгоценностью. Она содержит свинец, золото, серебро, олово, висмут, сурьму. Горячие растворы, обогащенные подобными элементами, проникают в трещины коры планеты. Там они формируют гидротермальные месторождения полезных ископаемых. Некоторые из самых крупных на Земле месторождений золота, серебра, свинца, ртути, вольфрама были сформированы в результате именно таких процессов. Но удастся ли колонистам развернуть производство по добыче всех этих природных богатств? Задача трудная, хотя есть и положительные моменты. На Марсе, по мнению специалистов, добывать ископаемые будет легче, чем на Земле. Одно из преимуществ Красной планеты в низкой гравитации, на 60% меньше земной. Следовательно, можно будет применить термоядерные заряды, чтобы вскрыть залежи. Все добытые ресурсы пойдут не только на возведение зданий, теплиц, отопление и освещение. Многие из них незаменимы для создания технологичных вещей. На Красной планете, например, есть ниобий – металл, который используют в производстве сверхпроводников и специальных сталей. Лантан и неодим, а также европий нужны для телевизионных мониторов и энергосберегающих светодиодных лампочек. Еще стоит обратить внимание на углекислый газ. На Земле он считается вредным, а на Красной планете скоро может стать бесценным. Экспериментальный прибор Моксия размером с тостер, который привез на своем борту марсоход Perseverance, выработал из СО2 чистый кислород. В составе Моксия входит легкий аэрогель для удержания тепла и тонкое внешнее золотое покрытие, которое отражает инфракрасное излучение. Благодаря этому уникальный прибор способен выдерживать температуру 800 градусов Цельсия, при которой происходит преобразование газов. Аппарат работает путем отделения атомов кислорода от молекул СО2. Устройство особенно ценно тем, что практически не ограничено сырьем, ведь атмосфера планеты на 96% состоит из углекислого газа. Еще Моксия использует реголит, которым покрыт весь Марс. После переработки этот грунт превращается в топливо, воздух для дыхания или, в сочетании с водородом, в воду. Как раз то, без чего не обойтись будущим колонистам. Пока до этого еще далеко, но шансы назвать Марс вторым космическим домом у нас с каждым годом растут. Возьмем одну из самых сложных проблем – доставку переселенцев с одной планеты на другую. Обычные двигатели на химическом топливе позволяют долететь до Марса минимум за 7-8 месяцев. Человеческий организм плохо выдержит столь длительный перелет. Однако уже на подходе более продвинутые аппараты. Марсианские компании AD Astra и Space Nukes, например, объединили усилия по созданию нового ядерного электродвигателя, который значительно ускорит космические путешествия. ВАСИМР является магнитоплазменным ионным двигателем, позволяющим достигать высоких скоростей в космосе. Большое количество энергии, которое при этом потребуется, предоставит ядерный реактор Kilopower. Ожидается, что конструкторы презентуют готовый двигатель в начале 2030-х годов. С мощностью более 100 кВт это устройство сократит время полета на Марс до пары месяцев. Это увеличит наши шансы достаточно быстро перебраться на Красную планету и ее освоить. Тогда люди смогут любоваться чудесными голубыми восходами и закатами, странными протонными аврорами из окон своих марсианских домов. А может, кто-то увидит белоснежный цвет яблонь, прижившихся в каменистой, красноватой почве Марса. Как в старой песне. То, что сегодня кажется сказкой, благодаря научно-техническому прогрессу, завтра может произойти наяву.